Всем привет! В этом видео мы рассмотрим Ubuntu, также известную как Windows Ubuntu. Это операционная система, которая наследует весь внешний вид и функционал Microsoft Windows, но не требует TPM, безопасной загрузки или каких-либо других требований к оборудованию для работы и установки. Давайте на примере рассмотрим, как нам ее установить на свой компьютер. Для начала перейдем на официальный сайт. Видим, что для скачивания нам предлагаются две системы, построенных на двух разных графических оболочках – Cinnamon и Plasma. Но что же нам обещает производитель данной операционной системы? Это совместимость с приложениями Windows, экосистема Microsoft, поддержка PowerShell, Skype и Edge, и что она безопасна и очень быстрая. Давайте для примера скачаем Windows 11 Cinnamon. Нажимаем на Download, листаем страницу вниз и выбираем Cinnamon и нажимаем «Скачать». Начался процесс скачивания образа системы. Нам предлагают записать его через BLN и Enter. Загрузка образа завершена. Запускаю Rufus от имени администратора. Выбираем нашу флешку. Выбираем образ, который мы сейчас скачали. Нажимаем «Открыть». Никакие другие параметры я не изменяю. Нажимаю «Старт». Все файлы при записи на вашей флешке будут удалены. Обратите на это внимание. Запись на флешку завершена, перезагружаем наш компьютер и обязательно зайдем в BIOS, чтобы проверить некоторые настройки. Захожу в расширенный режим, Advanced, SATA Configuration и смотрю, чтобы наш SSD диск работал в HCI режиме. Также перехожу в настройки Boot, смотрю, чтобы был включен UEFI режим и отключаю Security Boot. Сохраняю настройки и перезагружаю компьютер. Теперь при загрузке компьютера нам нужно вызвать boot-меню для загрузки с нашей флешки. Выбираем загрузку с флешки в режиме UEFI. Выбираем первый пункт. Windows Ubuntu 11.3. Операционная система загрузилась в режиме Live CD. Для ее полной установки на наш компьютер нужно нажать на диск Windows Ubuntu 11 Installer. Здесь выбираем язык установки и системы. После того, как мы выбрали язык установки, нажимаем «Далее». Выбираем регион и город для правильного отображения часового пояса и времени и других настроек системы. Нажимаем «Далее». Выбираем раскладку клавиатуры и нажимаем «Далее». В данном разделе я выбираю «Стереть весь диск», так как произвожу установку на тестовый компьютер. Выбираю диск, который хочу стереть, и нажимаю «Далее». Здесь задаем имя пользователя, имя компьютера и пароль. По итогу мы видим сводку всех параметров, которые мы выбрали. Если мы не хотим ничего изменять, нажимаем «Установить» и приступаем к установке. Установка операционной системы завершена. Нажимаем «Перезагрузить» и готово. Наш компьютер ушел в перезагрузку. Видим стартовый логотип. На экране надпись, то что нам нужно удалить установочную флешку с компьютера и нажать Enter.
Стартовая страница ввода пароля. Вводим тот пароль, который указывали при установке системы. Теперь давайте поговорим о системе в двух словах. Да, это копия Windows, и она пытается повторить ее во всем. Насколько хорошо, судите сами. Я провел некоторые тесты с данной системой, и мне есть что о ней сказать. Если говорить о стабильности, то за 2 недели тестов никаких критических сбоев не было. По скорости работы не сильно отличается от стандартной Ubuntu. Запуск Android-приложения не работает. Название PowerShell – одно название, стандартный терминал с установленной оболочкой. Есть ли смысл использовать в Ubuntu, особенно тем, кто уже тесно работал с Linux? Однозначно нет. Если вам интересен данный дистрибутив, то ставьте лайки, и я загружу второе видео с подробными тестами данной системы. Обязательно пишите в комментарии, какой дистрибутив вы бы установили за место Windows. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч!